Друзья, всем большой привет, с вами Лада. И в этом видео я покажу, что мне подарили на Новый год. Подарок один, зато смотрите, какой большой, почти с меня ростом. И заказывался он в одном художественном магазине, по большей части товары выбирала я, но есть один товар, который был выбран втайне от меня, поэтому мне очень хочется увидеть, что же там внутри. И пока я это все дело распаковываю, упакован он очень хорошо, прям шел из Москвы, поэтому они постарались очень-очень. Пишите скорее в комментариях, что вам подарили на Новый год, что-нибудь интересненькое, делитесь, мне будет очень интересно почитать. Ну вот, достала я все из пленки, признаюсь, я уже знаю, что здесь положено, потому что многие вещи я выбирала сама. Единственное, что вот это для меня сюрприз, и я уже поняла, что это такое, но раскрою это чуть попозже. Давайте начну вот с этих альбомов. Так, это тоже на самом деле очень приятная вещь, тоже ее покажу уже после альбомов. Это альбомы для акварели, практически Кентавр Херон. Это бумага нашего производства, считается стопроцентным хлопком, 250 грамм, и здесь 20 листов. Я взяла формат А4 для каких-то зарисовок. Вообще все это я взяла для зарисовок, для изготовления скетчбука. Например, вот из этого альбома специально взяла такой большой, чтобы у меня был выбор в размерах этого скетчбука, какой я захочу. Это формат А2. И давайте посмотрим на бумагу. Здесь, кстати, такая бумага сероватого цвета. Вот, и какие-то вкрапления небольшие. Какие-то такие крупинки на ней имеются. Я на ней уже имела возможность рисовать акварелью, мне очень понравилась эта бумага. И вот я заказала специально, чтобы сделать из нее скетчбуки. Так, это небольшой формат и формат А2. Но я уже, кстати, вижу разницу. Для меня, конечно, разница удивительна, потому что эта бумага белее, чем, например, вот эта, хотя они идентичны по описанию, да. Вот, вы даже видите, да, вот эта серея, это белее бумага. Странно, очень странно, вот я, конечно, удивлена. Здесь она такая, и на другой стороне тоже фактура акварельная имеется, такая небольшая. А вот здесь бумага на второй стороне более гладкая. Странно, вот это, конечно, сюрприз так сюрприз. Но что делать, в хозяйстве все пригодится, поэтому и эту бумагу я тоже использую, сделаю скетчбук. Если не основной, то какой-то ученический будет точно. Так что переходим к следующему сюрпризику. А следующим сюрпризом идут красочки. Недавно акварель «Белые ночи» выпустили краски в тюбиках отдельные, их можно поштучно купить. Конечно, я не обошла это стороной, я очень захотела иметь тоже у себя «Белые ночи» в тюбиках. Единственное, что пока их завезли в Москву, поэтому мне пришлось вот из красного карандаша их заказывать. Это московский магазин. Так, сейчас покажу, сколько цветов я заказала и какие это цвета. Ой, красота, это просто красота. Так, здесь, кстати, какой объем? 10 миллилитров, по-моему, или 15 миллилитров. 10 миллилитров тюбики. Так, сейчас будем смотреть, какие цвета. Карминовая, кадмий красный светлый, охра желтая, выглядит прям как желтая, ультрамарин, окись хрома, зеленая. У меня она всегда заканчивается, как и ультрамарин, уже третья кюветка уходит. Это у нас кадмий оранжевый. О, это красочки кобальт синие. Они в кюветках очень мне не нравятся, и заказала в тюбиках. Надеюсь, что в тюбиках они будут хорошенькие. Цирулиум. Почему-то фокус не ловит. Вот, поймал. Здесь у нас сиена натуральная и умбра жженая. Ай, красота. Сейчас их буду смотреть, тестировать. Посмотрим, как они внутри. Они запечатаны. Кстати, как их обычно прямо здесь в колпачке можно распечатать. Давайте распечатаем, посмотрим булавочкой. Она прямо выходит.
Это, видимо, у них очень большой напор в тюбике, что краска просто выливается наружу. Да, остальные тюбики нужно аккуратнее открывать. Смотрите, какая прелесть. Я еще хочу цирулиум посмотреть. Ух, как-то боюсь открывать, но надо. Надо. Это нужно сразу открывать и в палитру. Тоже смотрите, как она прям выливается. Это краска из тюбика. Не так сильно, как карминовая, но все-таки прям очень-очень жидкая. Так, скорее ее закрываем. А тут вот у нас все будет в краске. И можем посмотреть. У меня тут рядышком кисточка с водичкой. Сейчас посмотрим. Ой, красота. Не знаю, мне так нравится вот тестировать красочки. А, кстати, бумага это не из этого альбома, это просто простая целлюлоза. Но мне уже очень нравится цвет и как она разливается по бумаге. Красота, просто красота. Очень чистый цвет. Я просто рада, что у «Белой ночи» наконец-то появились отдельные тюбики, которые можно купить поштучно, а не в наборе. Вот закончился, например, один цвет, и можно его купить совершенно спокойно. Это цирулиум. Такой очень нежный цвет, конечно, он лучше, чем из кюветки. Очень густой этот цвет. И, кстати, вот как-то сложно размывается, сложнее, чем вот эта карминовая. Карминовая с легкостью, а этот вот нужно его как-то усилия приложить, чтобы размыть. Такой очень густой цвет, насыщенный. Так. Кадмий красный светлый также. Но это, конечно, я все буду тестировать. Аккуратненько их открою, сразу на палитру выложу все эти цвета, чтобы вот они у меня сюда не выпрыскивались. И хочу посмотреть уже последний сюрприз, который прям для меня вот сюрприз сюрпризом, потому что наподобие палитру я уже заказывала на Алиэкспресс, но правда это была копия, а это, я так понимаю, настоящая палитра от Midgello и на 24 цвета. Сейчас откроем, посмотрим. По габаритам я уже вижу, что палитра достаточно большая. Сейчас посмотрим на ее реальные размеры и что внутри. Смотрите, какой красивый цвет. Такой прям вообще глубокий, очень красивый. Как я уже посмотрела на сайте, это оригинальные палитры от компании Midgello, корейская марка, выпускающая акварели. Тут, кстати, написано даже «сделано в Корее». Сейчас посмотрим, что там внутри. Смотрите, какая красота. Просто нет слов. Это просто красота. Здесь поддон. Вот такой вот. Пластмасса, конечно, очень качественная. Прям вот на ощупь даже чувствуется, что качество, пластик очень хороший. Так, она, кстати, входит очень хорошо. И она закрепляется как-то и не выпадает. В отличие от китайской палитры, я показывала, что там поддон такой прозрачный, стеклянный, он немного выпадает. Так, это сейчас посмотрим, что это такое. Смотрите, это место, куда можно выдавить акварель. Вообще оно должно... Да, ее можно доставать, мыть. Здесь тоже можно мешать цвета. Ну, просто конфетка, ну, просто я вообще просто балдею на самом деле от этого всего. Кстати, можно ее просто доставать вот так вот отдельно и этим пользоваться. Красота, просто красота. Кстати, я посмотрела, стоит она не так уж и дорого, около 1000 рублей. А на Алиэкспресс я свою заказывала за 700 рублей. Вот я даже покажу, она у меня тут рядом. Вот так она выглядит, тут что-то по-китайски написано. Ну, конечно, она меньше. Она меньше, вот это ничего не достается. И здесь прозрачный поддон. Но тем не менее. В принципе, разница в 300 рублей, 300-400 рублей не такая уж и большая. Так, и в этой палитре внутри
был вот такой вкладыш, я так подозреваю, вообще тут что-то есть такое. Сейчас посмотрим, сейчас откроем какие-то снова сюрпризики. Я хотела попробовать акварель Меджела, но она такая дорогая. Смотрите, что здесь вложено. Лимонный желтый и перманентный красный глубокий. Это, я так понимаю, что это кюветки Меджела. Но чисто так, это такие пробнички, да, попробовать. Вау, это просто супер. То есть я могу эту акварель попробовать. Ну, это супер. Сейчас прям вот возьму и попробую ее. Так. Ну и тут написано, да, как пользоваться этими палитрами или что-то в этом роде. Такая рекламная какая-то брошюрка. Все про акварель, что у них написано. Круто, круто. Буду знакомиться, читать, посмотрю чего да как. А сейчас давайте тогда потестируем. Потестируем эти кюветочки, которые тут вложены. Ну, это на самом деле вообще сюрприз, так сюрприз. Ну, посмотрите. Цвет просто шикарный. Хотя, конечно, от белых ночей не отличишь, но тем не менее. Сейчас посмотрим, как она по качеству. Маленькие кюветочки такие. Очень маленькие. Смотрите, какие конфеточки, просто конфетки. Давайте посмотрим. Как раз и палитру, кстати, проверим, потестируем. Но вот по поводу этих кюветочек я, конечно, не ожидала. Я так понимаю, что это реально Меджела акварель. Кстати, смотрите, краска-то собирается. Это точно так же, как и на китайской палитре. Ой, такой чистый цвет. Чистейший просто. Не знаю, передает ли камера. Просто чистейший. Давайте красненький посмотрим. Это был лимонный желтый. Я вообще все такое обожаю. Так тестировать обожаю, пробовать, смотреть. Красота, вы посмотрите. И как они смешиваются еще. Просто красота. Ну, на палитре, конечно, все это, видите, скатывается красочка. Хотя это оригинальная их палитра. Но тем не менее, я так понимаю, что это от качества пластика зависит. Вообще я слышала, чтобы краска не скатывалась, просто нужно использовать керамические палитры. Тогда краска будет меньше всего скатываться. Посмотрите, какая красота. Если вот так перемешать. Очень красивые красочки. Очень-очень. Ну, это на самом деле вообще сюрприз, так сюрприз, конечно. Вот так почти бесплатно попробовать акварель Меджела, которая, ну, стоит достаточно дорого нашим меркам. Так, если можно, конечно, один тюбик какой-нибудь купить. А давайте сразу с белой ночью сравню. Так, а у нас, наверное, белой ночи у меня нету здесь. Лимонный и желтый. Есть лимонная охра. Давайте сравним с кадмием красным светлым. Конечно, это будет не такое сравнение, но просто очень хочется посмотреть, как вот ложится сама краска. Ох, сейчас откроем. Сейчас опять как все польется. А нет. Не особо сильно полилось. Вот что-то выдавилось даже. Ну, у белых ночей тоже очень насыщенный цвет, но, как мне кажется, более такой густоватый, что ли, такой менее, какой-то такой менее звонкий, что ли, чем вот, например, у Меджела, хотя мне он кажется таким более ярким, таким. Хотя и белые ночи тоже хорошенькие красочки.
Ну вот такие новогодние подарочки у меня случились, чему я очень-очень рада. Вот прям не терпится сейчас сесть и что-нибудь изобразить. Напишите, кстати, в комментариях, понравилось ли вам видео такого формата и вообще нравится ли вам видео о покупках, о подарках и все в таком роде. Может быть, вы хотите отдельное видео о том, где я тестирую вот эту акварель «Белые ночи» в тюбиках, также пишите. Если какие-то есть вопросы, тоже пишите, я на все отвечу, с удовольствием с вами пообщаюсь. Желаю всем вдохновения. И увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!